После страшной аварии Наташа не могла ходить. Она просто не чувствовала свое тело ниже пояса. Ее давно выписали из больницы. Муж долгое время возил на реабилитацию, но ничего не помогало. Казалось, Наташа сама просто не хотела ходить, и все. Две дочери-близняшки, Настя и Марина, старались развеселить маму как могли. Но у Наташи очень редко возникала легкая улыбка. Она не могла ни веселиться, ни радоваться чему-либо. До происшествия женщина вела очень активный образ жизни. Муж обеспечивал семью, поэтому она не беспокоилась о заработке. Она занималась активной общественной деятельностью, спортом и воспитанием девочек. В школе у детей Наташа была председателем родительского комитета. Вся внеклассная работа велась ею. Она следила, чтобы дети посещали разные экскурсии, театры и даже лекции. Некоторые мамочки даже тихо ненавидели Наташу, потому что она не оставляла в покое никого. Любимым спортом женщины стал велосипед. Конечно, до профессионалов ей было далеко, но определенные личные успехи она делала. Да и девочки были приобщены. Каждый день после школы они совершали велосипедную прогулку, устраивали соревнования на скорость. В тот злополучный день Наташа обернулась посмотреть на детей. В этот момент из-за угла на высокой скорости выскочил автомобиль. Очнулась она уже в больнице после операции. И вот эта энергичная женщина должна была лежать в кровати и смотреть в одну точку. Наташа могла сидеть и передвигаться на коляске, но ее жизненное кредо было «лучше никак, чем вот так». И поэтому она просто лежала. В какой-то момент Андрей, муж Наташи, просто махнул на нее рукой. «Раз мама хочет лежать, она будет лежать», — сказал он как-то дочерям. Это стало лишь еще одним поводом для апатии Наташи. Как-то раз семья поехала на день рождения сестры Наташи. Она была вынуждена присутствовать, настояли родители. Праздник был так себе. В очередной раз вся семья уговаривала Наташу взять себя в руки, возобновить реабилитацию и соблазняла прелестями обычной жизни. Наташа же сослалась на головную боль и попросила мужа увезти ее домой. Когда семья возвращалась, на стоянке возле дома прямо у машины они обнаружили нечто темное. Подумали котенок, а, подойдя ближе, увидели перья. Это был птенец какой-то черной птицы. Малыш замер и весь дрожал. Он жалобно открывал ротик, но не издавал ни звука. И, оглядевшись, ребята увидели большое дерево возле стоянки, а на нем гнездо. Взрослых птиц рядом не было. Залезть в гнездо и положить птенца на место было просто невозможно. Так высоко было гнездо. «Мама, можно мы его себе возьмем?» — наперебой кричали близняшки. «Да делайте, что хотите», — сказала Наташа, даже не глядя на них. Так в доме появился малыш. Когда его привезли к ветеринару, тот сказал, что это птенец-ворона, и он еще очень мал. В данный момент он не может есть ничего, кроме насекомых. Ему пока нельзя ни хлеб, ни зерна, настолько он еще маленький. И вороненок вообще вряд ли выживет. Настя и Марина переглянулись и забрали коробку с малышом. Целыми днями девочки отлавливали мух и комаров. Они перевернули интернет, библиотеки и энциклопедии. Даже папа подключился. Семья бросила все свои силы на уход за птенцом, как будто даже и забыли о больной матери. По очереди все бегали к ней, ставили поднос с едой, интересовались, как дела, не нужно ли чего, и убегали. Не стало никаких долгих расспросов и уговоров. Прекратились спектакли и постановки с фокусами. Наташа вообще почти не видела своих дочерей в последнее время. Она могла бы поклясться, что не видела их так долго, что уже ловила себя на том, что перестанет различать, кто из них забегал к ней в комнату. На все вопросы о том, что они там делают, все отвечали: «Кормим малыша». Однажды женщине надоело быть вне зоны внимания своей семьи. Она тоже хотела покормить малыша.
С трудом Наташа пересела в кресло и выехала из комнаты. Ее дочери и муж сидели вокруг стола, уставившись в коробку. Она подъехала к ним и заглянула внутрь. «Вот это да! Как уже вырос!» — с восторгом произнесла женщина. «Вот это да! Ты сама вышла!» — с восторгом сказала семья. «Ну, не вышла, а выехала», — застеснялась Наташа. «Это не важно, мам. Хочешь его покормить?» — поинтересовалась Настя. Наташе и правда было интересно. Женщина взяла маленькую ложечку, зацепила из баночки сушеных комаров и поднесла вороненку. Малыш жадно открыл клювик. Она насыпала туда корм, и он проглотил. Это было восхитительно. Наташа не испытывала такого восхищения, даже когда кормила с ложечки своих детей. Теперь кормить малыша стало маминой обязанностью. Он рос, и девочки должны были ловить все больше и больше насекомых, а папа должен был работать. Однажды, когда она закончила кормление, дома никого не было. Женщина решила отвезти пустую чашку малыша на кухню. Боже, как же долго Наташа не была на своей кухне. А ведь она так любила тут готовить раньше и печь детям маленькие кексы. И, боже, во что же семья превратила кухню? Наташа чуть не расплакалась. Она добралась до тряпки и попробовала навести порядок. У нее получалось плохо, но с посудой она справлялась. Так понемногу женщина стала приобщаться к домашнему хозяйству. Между тем малыш все рос и начинал выбираться из коробки. Он довольно прилично прыгал, но вот крыло по-прежнему свисало. Он внимательно наблюдал, как Наташа наводит порядок. И вдруг однажды малыш запрыгнул прямо на стол и взял клювом тряпку и стал возить ей по столу, как хозяйка, словно вытирая, а затем подавал ей. Наташа была в восторге. Теперь она всегда просила малыша подать ей то тряпку, то ложку. Птица восседала у женщины на спинке коляски и разъезжала по дому. Наташу так восхищало поведение птицы, что она могла целыми днями дрессировать малыша. Однажды кто-то по ошибке поставил корм для птицы на верхнюю полку. Как бы Наташа не уговаривала малыша запрыгнуть и достать, он никак не мог. Несчастный вороненок только садился на лапы, открывал рот и жалобно пищал. Он явно хотел кушать. Наташа знала, что если не покормить малыша вовремя, он быстро ослабнет. Она подъехала к столу, оперлась руками о край и подтянулась, изо всех сил стараясь корпусом оттолкнуться от коляски. В какой-то момент у нее получилось. Она вытянула руку, пытаясь достать корм, потеряла равновесие и инстинктивно перенесла вес тела на ноги. И вдруг почувствовала, что может стоять на правой ноге. Какие-то малые доли секунды она стояла и чувствовала ногу. Наташа рухнула на кресло, так и не завладев кормом. Малыш, все это время наблюдавший за женщиной, посмотрел на банку с кормом, легко запрыгнул на стол со стола на верхнюю полку, взял клювом банку и спрыгнул вниз. «Ах ты, хитрец! Ах ты, нахалюга!» — ругала Наташа птицу шутливым тоном. Она решила ничего не говорить своей семье. Теперь, как только она оставалась дома одна, то ехала на кухню и тренировалась, теперь уже активно подключая правую ногу, и вскоре она смогла довольно уверенно на ней стоять и опираться всем телом. Близился день рождения девочек. Наташа убрала весь дом. Для домочадцев это не было новостью, они знали, что мама давно и лихо управляется по дому сама. Наташа напекла любимых кексов и накрыла стол. Когда ее муж и дочери вошли в гостиную, Наташа стояла возле стола. Даже много лет спустя Настя и Марина рассказывали всем, что это был самый лучший в жизни подарок от мамы. В тот день у Наташи с Андреем начался второй медовый месяц. Наташа продолжила тренироваться, но, к сожалению, с левой ногой таких успехов не было. Но унывать, как раньше, она уже не собиралась. Женщина продолжила тренировки.
Муж приобрел для нее специальный велосипед, которым можно управлять одной ногой, и Наташа вернулась к своим излюбленным прогулкам с детьми. Малыш, совершая свои немыслимые прыжки по дому, в один прекрасный момент расправил крылья и спланировал по коридору. С тех пор его стали как можно чаще вывозить в лес и тренировать. Он никогда не улетал далеко, видимо, все-таки не полностью доверял своему крылу. Вот так умная и хитрая птица вернула к жизни отчаявшуюся женщину. Наташа и сама не понимала, почему она, сильная, волевая женщина с твердым характером, вдруг тогда опустила руки. И почему ей понадобилась птица, чтобы вернуться к жизни? Ведь даже дети не справлялись с этой задачей. Возможно, от семьи она чувствовала жалость и сочувствие, а на сильных людей они действуют как яд. И только ворон не жалел ее, а лишь доверил свою жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.